Здравствуйте! В этом видео я покажу, как я изготовил и установил на переднюю бабку станка МН-80 масленки для смазки переднего и заднего подшипников классической конструкции вместо штатных. Масло через масленку поступает не сразу в зону трения, а стекает вниз, в специальную полость, в маслосборник, а уже оттуда через войлок поступает непосредственно в зону трения шпинделя. Объем полости 2 см кубических, а это 100 капель масла. Мне лично подавать масло через штатные масленки с шариковым клапаном неудобно, хотя покупал разные масленки. Потому что невозможно контролировать количество поданного масла. Выходное отверстие масленки перекрывается шариком клапана. Давление масла отжать шарик не может. Приходится делать боковые пропилы на кончике масленки. При плохом контакте масленки с пресс-масленкой масло выходит наружу. И мне лично непонятно, попало ли оно внутрь, а если и попало, то сколько. Поэтому я заменил штатные масленки с шариковым клапаном на простые, классические. Через такую масленку можно легко и быстро подать нужное количество масла любым типом масленки. Я пользуюсь пузырьком от перекиси водорода с наконечником капельницей. Видно, сколько в пузырьке масла. Его легко заполнять, сняв наконечник. Сейчас есть много пластиковых пузырьков с капельницами из-под лекарств. Полости масленок закрываю крышечками-заглушками. Хотя, если в масленку и попадет грязь или стружка, то они не попадут в зону трения, а останутся в маслосборнике, так как масло поступает в зону трения через войлок вверх и фильтруется. Чем еще неудобны штатные масленки? Они запрессованы в корпус, и вытащить их оттуда в случае поломки или замены проблематично. Сейчас покажу, как я выпрессовывал масленки с шариковым клапаном из корпуса передней бабки. От прутка диаметром 4 мм отрезал кусок длиной 56 мм. Вставляю его внутрь передней бабки таким образом, чтобы он одним концом упирался в масленку, а на другой конец буду надавливать осторожно лезвием отвертки. Для того, чтобы не повредить посадочное место подшипника, под отвертку подкладываю алюминиевую пластинку и осторожно выдавливаю масленку из корпуса передней бабки. Вот масленку выдавил. И этим же стержнем, таким же способом, выдавлю и другую масленку. Вот масленки, которые я снял. Почему-то шарики у них разного диаметра. Вместо этих масленок поставлю две классические. Сейчас покажу, как я делал вторую масленку. Сейчас буду точить такую вот масленку. Но перед накаткой проточу вот с этой стороны и с этой. Ну, чтобы на всей длине накатку не делать. Сейчас буду делать накатку.
Все, накатка готова. Перед сверлением зацентровал. Вначале просверлю большим сверлом. Теперь просверлю тонким сверлом. Сейчас буду протачивать в этом месте, вот это такое же вот место, и то место, которым он вставляется в гнездо станка. Этот размер выточил 6 миллиметров. Теперь буду отрезать. Все готово. Вот масленочка готова. Теперь надо вытащить сюда крышечки. Теперь буду вытачивать такую вот крышечку для масленки. Посадку крышечки проточил. Вот так будет одеваться. Теперь надо выполнить накатку. Все, накатка готова. Остается отрезать. Сейчас отрежу. Все готово. Вот такая масленка и такая вот заглушечка. Остается теперь сторцевать с этой стороны у крышечки, у заглушечки. А у крышечки осталось сторцевать торчик после отрезания. Ну вот, все готово, крышечка готова. Две масленки с крышечками готовы. На место снятых масленок легко устанавливаю самодельные классические. С такими масленками мне удобно, легко и быстро подавать любое количество масла любой масленкой. Не сомневаюсь, что каждая капля масла попадет по назначению. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.